Добрый день, друзья! Эту орхидею купила перед праздниками. И в обзорах показывала вам ее, что она немного другая. Во-первых, это мини-орхидея. А что такое другая? У нее посадка другая, посадка в мох. И всегда очень много вызывает вопросов именно орхидеи, купленные в сетевом магазине, посадка или в торфяной стакан, или в моховой стакан. Что с ними делать, разбирать, не разбирать, оставлять, как их поливать. Но я достала ее из горшка, прежде чем начать съемку, и была поражена, потому что она посажена не в моховой стакан, а вот там внутри проглядывает торфяной стакан. То есть изначально орхидея посажена в плотный торфяной стакан, потом обмотана мхом, и вот так она росла. И росла, видимо, долгое время, потому что цветонос у нее не первый и даже не второй. Вот был первый цветонос, а вот из-под листика видно второй цветонос. И вот как же с такой орхидеей поступить? Да, при покупке, видимо, и торфяной, и моховой стакан были очень влажные, даже, можно сказать, мокрые. Простояла она у меня дома 4 дня. Хорошо подсохла. Мох плотный, торф, естественно, торф-стакан здесь тоже плотный. Корешки есть, и даже были раскукленные корни. Конечно, в момент цветения, стресс при переезде орхидеи, и эти корни закукливаются. И вот представляете, какая дилемма? Здесь не только мох, но еще и торф. Но при этом она распустила даже последний бутончик. Не знаю, к сожалению, название этой орхидеи. Но если кто-то знает, подсказывайте. И большое вам спасибо за то, что всегда подсказываете название. Что же делать с такой орхидейкой? Конечно, первичную обработку проводить нужно. Листьев обязательно протирать. Я протираю зеленым мылом, разбавленным в воде. Это снимает с листьев пыль. И если где-то вы не заметили каких-то вредителей, я всегда боюсь только клеща. Так что, протирая ватным диском орхидею, можно ручным способом избавиться от этого клеща, если он вдруг где-то есть, на листиках, на цветоносах. Это все нужно протереть, и, по крайней мере, мы уменьшим популяцию. А дальше только наблюдать за орхидеей. Если вдруг появятся какие-то вредители, то уже специальным препаратом нужно делать обработку. Есть у орхидейки маленький фласочный лист, который посажен очень глубоко, и он начал желтеть. Сейчас я его постараюсь убрать. Да, он не нужен орхидее. Вот такой маленький листочек. И есть сухие корни. Вот, например, сухой корешок. Его нужно тоже обрезать. До живого дорезать не буду, только сухую часть. И еще один корень. Он и плотный, и начинает усыхать. Но у него есть слом. Вот это место слома. Пока не буду отрезать его полностью, а отрежу только вместе слома. Посмотрим дальше. Если этот корень наполнится водой и заработает, значит все хорошо. Если начнет дальше усыхать, я его тоже обрежу. Единственные орхидеи, которые я сразу достаю из горшка после покупки, это орхидеи, посаженные в мох. Но здесь еще и торфяной стакан.
Остальные орхидеи после покупки я никогда не достаю из горшков, не смотрю у них корни, не пересаживаю сразу после покупки. Я им даю возможность адаптироваться и начать растить корни. Эти я тоже не разбираю. Я просто переставляю в большую емкость и немного распушаю мох. Мох еще не совсем сухой, а чуть-чуть влажный. Делаю мох более пушистым, чтобы было больше доступа воздуха к корням, именно к корням. Не стараюсь убрать этот весь мох, даже если он падает, я его кладу вниз в горшочек, потому что корней внизу много, и этот мох тоже пригодится. Вот так, совсем немножко, чтобы все поместилось. Не заправляется корень, не будем его трогать. Вот здесь сверху есть такой темно-темно-зеленый мох. Это на нем водоросли наросли. Это не гниющий мох. Это просто его часто поливали. И заполняю новую емкость этим же мхом. Поливаю, опрыскивая мох орхидеи со всех сторон. Попадая немного на корни. Но стараюсь не попасть ни в пазухи листьев, ни на шею орхидеи. Вот так. И тоже даю орхидее покой. Она отцветет, она начнет растить корни. Тогда можно будет убрать и мох, и торфяной стакан, и сделать пересадку. Но, в общем-то, в любом случае оставить орхидею в покое. Если орхидея сильная, что чаще всего бывает, она очень быстро адаптируется и начинает расти. Ну, конечно, после цветения. Но мини-орхидейки, к сожалению, долго не цветут. У меня очень много в коллекции мини-орхидей, и они все цветут не больше 2 месяцев. Но я их очень люблю. Даже при том, что они так недолго цветут. Мне они очень нравятся. Такие милые, маленькие, и места мало занимают. Ну и очень красивые. А бывают еще и ароматные. Вот, например, как позади меня стоит орхидея Дасти Белль. Это тоже мини-орхидея, парфюмерная фабрика. Ну что ж, и за этой орхидеей мы вместе с вами понаблюдаем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.